Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с наступающим праздником. Октябрьской революции 66 лет. В докладе на торжественном заседании в Москве было сказано: Октябрьская революция стала источником глубочайшего социального обновления мира. Наши классовые враги до сих пор не приемлют октября. Вот, скажем, Рональд Рейган. Он считает коммунизм аберрацией истории, то есть отклонением, которое не мешало бы исправить. Американские пресловутые свободы включают и свободное обращение с оружием, превращая Соединенные Штаты в страну-стрельбище. Там недавно прошел один праздник, который дал возможность нашему корреспонденту Андрею Пташникову сделать некоторые обобщения. В последний день октября в Америке отмечается праздник, получивший название Хэллоуин. По существующему поверью, в этот день каждый должен отпугнуть или задобрить злых духов, чтобы в дом не пришла беда. А как можно это сделать? Легче всего нарядом или маской пострашнее. Поэтому задолго до праздника в магазинах в изобилии появляются все необходимые атрибуты страха. С витрин на вас смотрят скелеты, ведьмы, вампиры и прочая нечисть. Кто хочет, может приобрести даже тюбик с краской, имитирующий кровь. Символом же Хэллоуина является тыква, на которой нарисованы или вырезаны рот, глаза и нос. Больше всего этот праздник любят дети. 31 октября они облачаются в карнавальные костюмы и ходят по домам, выпрашивая подарки – сладости, фрукты или мелкие деньги. Никто обычно не отказывает. Такова традиция. На первый взгляд, вроде бы невинная, но таковой она была когда-то. В последние же годы праздник Хэллоуина оборачивается трагедией для многих родителей. Еще утром их детишки безмятежно играли на площадках, бегали по улицам. А к вечеру некоторые из них могут попасть в больницу. Причина? В подаренной шоколадке может оказаться кусок лезвия бритвы. В конфету может быть запрятана иголка, а в яблоко впрыснут яд. Ну и брехун. Дідний брехун, а ты его перебрехав. Каким же надо быть зверем, чтобы преподнести ребенку подарок с подобным жутким сюрпризом? Но оказывается, в Америке есть и такие звери в обличии людей. Они небольшая, но все же часть американского образа жизни. Такая же неотъемлемая, как эти витрины бродвейского магазина. Ножи и финки на любой вкус. Без ограничений и по ценам вполне доступны. Стоит ли удивляться, что ежегодно они становятся орудием убийства сотен американцев, в том числе и детей. Идеология фашизма, человеконенавистничества и сегодня процветает в Соединенных Штатах. Ой, лейтенанте, це вже краще, ніж раніше. Усі зірки починали з малого. Практика. А каких только ужасов не увидишь по американскому телевидению. Создается впечатление, что их придумывают люди с больной психикой. Нормальный человек до такого просто не додумается. Особенно американское телевидение изощряется в вечер Хэллоуина, к которому оно заранее готовится. И в нынешний праздник на телеэкранах был показан новый фильм из серии, который так и называется «Хэллоуин». Фильм этот рассказывает о владельце фабрики по производству масок в виде тыквы. При помощи этих масок он хладнокровно готовит убийство тысяч детей. Это ли не образчик человека-зверя, готового на любое, самое страшное преступление? Це їм все сниться. Жінки, ви не співайте, бо вам це все сниться. Я це бидло справді знаю, але вам це все сниться. Діду, це сниться вам все. И ему снится. Но не только привидениями, монстрами и убийцами запугивают в Америке. Пресловутая советская военная угроза. Вот одна из любимых тем средств массовой информации США. Одни без устали твердят газеты, журналы, радио и телевидение. Американцам пытаются вдолбить в голову, что Советский Союз, мол, повинен чуть ли не во всех бедах на земле. И детей, и взрослых стараются воспитать в страхе и ненависти к нашей стране. Каким это будет сделано способом, неважно. Даже если для этого нужно организовать провокацию с южнокорейским самолетом или выдумать очередную ложь о советском вмешательстве в каком-либо районе планеты. Ярая кампания против СССР, организованная американской администрацией и ее огромным пропагандистским аппаратом, порой достигает своей цели. При открытом поощрении и попустительстве властей в США нередко проходят антисоветские сборища, осуществляются провокации против советских граждан и учреждений. Зараз буде амінь. Нетрудно заметить простую закономерность. Чем более агрессивный внешнеполитический курс проводит Белый дом, тем более оголтелую, разнузданную форму приобретает в США антисоветская истерия.